уважаемые друзья, подписчики, коллеги, участники проекта, спонсоры, читатели моей новой книги «Китайская власть». Вот сегодня у нас очередной обзор новостей. И, конечно, самая главная новость – это изменение, совершенно неожиданное для большинства обозревателей, позиции США по вопросу сущности происхождения вируса, коронавируса. Мы помним, что когда Байден пришел к власти, чуть ли не первое его решение – это отмена внутреннего названия вируса как китайский вирус, так его называл Трамп. И большинство вирусологов, политиков, руководителей ведомств, они в один голос стали заявлять о том, что версия о искусственном происхождении вируса – это плод больной фантазии сумасшедших. Но что-то произошло в начале мая, а может быть в конце апреля 2021 года. И вот сегодня администрация Байдена полностью поменяла свою позицию. Байден дал 90 дней на то, чтобы национальная разведка, а не органы здравоохранения выяснили причины происхождения вируса. И мы знаем, что буквально вчера достаточно весомая СМИ Wall Street Journal выпустила заявление о том, что вирус мог быть создан в лаборатории, и что это все значит для Китайской Народной Республики, нетрудно догадаться. Как я и много раз говорил в течение всего этого и предыдущего года, в отношении Си Цзиньпина, в отношении правящей военно-политической группы Китайской Народной Республики хотят выдвинуть обвинения в создании оружия массового поражения, в данном случае биологического оружия, и вот с этими серьезными обвинениями иметь возможность в Конгрессе получить право на ведение боевых действий прямых или гибридных против Китайской Народной Республики. Китайская, точнее американская военная машина действует достаточно стереотипно. Ничего за последние 30 лет не поменялось. Те страны, которые попадают под прицел военной машины Пентагона, они, как правило, снабжаются пропагандой американской двумя признаками. Первый – это режим, который организует геноцид, а второй – это режим, который производит запрещенное оружие массового поражения. Саддам Хусейн, Муаммар Каддафи, Милошевич – все эти лидеры не избежали вот этого джентльменского набора перед агрессией Соединенных Штатов. Здесь мы понимаем, что администрация Байдена по каким-то причинам решила пойти по тем же стопам, по стопам администрации Трампа, и навязать Китаю, как минимум пока на данный момент, возможный вариант военной операции, и навязать Китаю вот такое дополнительное давление со стороны США. Байден дал на выяснение обстоятельств появления вируса 90 дней. Этот срок совпадает с выводом войск из Афганистана, основной группировки американских войск. Скорее всего, они будут перебазированы в Индотихоокеанский регион и будут размещены по периметру, соответственно, на границе с Китаем. То есть очевидно, что ситуация между двумя странами крайне усугубилась, и идет развитие ситуации как минимум к Карибскому кризису номер 2. Да, то есть когда две крупные сверхдержавы стоят на пороге большой войны, как этот кризис разрешится, в чью пользу, неизвестно. Но, тем не менее, риск эскалации и появления в Восточной Азии реального военного конфликта в открытой или гибридной форме, он увеличился в несколько раз. Конечно, все это не может произойти без серьезных изменений в мировой экономике. Триггером к такому конфликту может стать очень мощный экономический кризис. О нем уже, о его возможности говорят многие. Пока что фиксируется рост инфляции,
такой исторически достаточно высокий, за последние 12 лет самый высокий темп инфляции в США. У монетарных властей, в первую очередь ФРС, не говоря уже о наших монетарных властях или китайских, нету ответа, будет ли эта инфляция ситуативная или это вот первые признаки инфляционного цунами, которое, как я уже много-много раз говорил, вызвано накачкой ликвидности, эмитированных денег центральными банками в спасение, в кавычках, от ковида, в кавычках, ковидных последствий экономик всего мира. Вот эта инфляция, она может стать угрожающей, она станет триггером для повышения ключевых ставок центральными банками, в первую очередь Федеральной резервной системы. Ну и как следствие повышение ставок означает конец эмиссионной накачки, и в том числе конец эмиссионной накачки и конец роста фондовых рынков. Это сигнал для крупных инвесторов в фондовые рынки выходить из акций, продавать акции, выходить в другие активы. Это будет, соответственно, начало конца фондового рынка Соединенных Штатов, если говорить таким апокалиптичным языком, ну или если говорить языком трейдеров, начало большой коррекции. Значит, большой коррекция, начало, оно, конечно, парализует экономику Соединенных Штатов, оно создаст дополнительный объем давления на администрацию Байдена. И вот в этих условиях, ну и понятно, что это будет, очевидно, очень мощный удар по китайской экономике. Об этом мы уже тоже во многих очень роликах говорили, посвященных в том числе тайваньской операции возможной. Это будет триггером для начала, в том числе, тайваньской операции. И понятно, что начать действовать в отношении Китая, особенно если это будет гибридная операция, у Байдена будет очень мало оснований. И основанием для защиты, например, Тайваня или военных действий в отношении Китайской Народной Республики может стать признание наличия, скажем так, незаконного оружия массового поражения в Китае, разработки этого оружия в Уханьской лаборатории. Ну и мы знаем, значит, что для западных судов доказательная база, она может быть выполнена очень художественно, в стиле highly likely. И, в общем-то, этого будет достаточно для того, чтобы перед Конгрессом получить право на использование вооруженных сил Соединенных Штатов в разных операциях в Восточной Азии. Поддержки, прикрытия, а может быть открытом столкновении, насколько конфликт усугубится, никто не знает. Собственно говоря, 90 дней является этим ультиматумом в отношении Си Цзиньпина. Но ультиматум этот должен остановить, во-первых, Си Цзиньпина от вытеснения проамериканского лобби из политики Китая. А второе, это остановить Си Цзиньпина от тайваньской операции в случае ухудшения внешнеэкономического фона в мире. Очевидно, что Соединенные Штаты по очень большому количеству факторов не смогут полноценно вмешаться в тайваньскую операцию, предотвратить ее, понимают, что они могут ее проиграть, и поэтому вынуждены действовать на опережение, ставить ультиматумы и испытывать на прочность китайскую сторону. Но еще есть важный другой момент в признании ковида оружием массового поражения, в разработках его со стороны, значит, военных разработках Китая. Это будет очень мощный удар по внутриполитическим позициям Си Цзиньпина. Этот аргумент о том, что ковид был изобретен, будет использоваться для того, чтобы обвинить Си Цзиньпина не только в бедах всего мира, по сути дела биологическая война с локдаунами, навязать ему, значит, потери от всей мировой экономики, репарации. Вот Трамп уже на значит, собрании республиканской партии заявил, что Китай вообще должен 10 триллионов долларов выплатить репарации. Это почти вся экономика Китая, две трети китайской экономики, китайского ВВП. Вот это будет не только внешнеполитический удар по Си Цзиньпину, но и для многих оппонентов, для большинства оппонентов Си Цзиньпина внутри страны, это будет использовано как метод того, чтобы его свергнуть от власти. То есть Си Цзиньпина обвинят в разработке этого оружия массового поражения
и, по сути дела, к очень сильному удару по собственной экономике, по собственному населению. Население в Китае измотано не только локдаунами, там это был самый сложный локдаун, сопоставимый с европейским локдауном, американским, прививками измотано, очередями в прививке, оно затретировано постоянными тестами и тому подобными. Население эту информацию воспримет крайне негативно, там будет очень сильный удар по позициям Си Цзиньпина, он как минимум откажется от того, чтобы идти на третий срок. Это решение о его третьем сроке должно быть принято к концу 2022 года. И, конечно, в США это все прекрасно понимают. То есть вот это давление сейчас организуется. Но, разумеется, это не единственное условие того, что Си Цзиньпин не сможет начать тайваньскую операцию. Для того, чтобы он ее начал, нужно всего 3 условия. Первое – это непосредственно какой-то крупный шок экономический в мире. Второе – это непосредственно провокационная позиция тайваньской стороны. Тайвань понимает, что его позиции очень шаткие, тайваньские власти, в том числе нужно говорить, конечно, только о части тайваньских властей, представленной Демократической прогрессивной партией. И они понимают, что их позиции очень шаткие, в первую очередь по отношению к национальной партии Гоминьдан, и они могут вести себя крайне провокативно, принять новую конституцию, выйти из процесса интеграции с Китайской Народной Республикой, это будет тоже триггером. Ну и кроме этого всего, есть третье очень важное условие для начала тайваньской операции. Россия должна негласно поддерживать Китай в этой операции, как минимум точно подтвердить свое положение благожелательного нейтралитета, надежного тыла. И вот в связи с этим, вот, понимая то, что тайваньская операция, она очень может быть произойти вот в эти месяцы до конца 2021 года, администрация Байдена понимает, что после того, как эта операция произойдет, и если она произойдет, даже просто если она начнется, уже это будет сигналом о том, что доминирование Соединенных Штатов в 21 веке не произойдет, оно закончено, потому что Китай себе позволил эту операцию, ну, как, в принципе, и Россия позволила себе Крымскую операцию. Так вот, очень хорошо понимая это, в первую очередь, это понимая в США, а не в Китае или где-то в России или в Европе и так далее. Вот понимая это очень хорошо, Соединенные Штаты пытаются в будущей конфигурации вокруг Китая. Китай действительно идет к мировому глобальному лидерству или как минимум к праву быть второй сверхдержавой. Понимая это, американская администрация пытается произвести целый ряд усилий по всему периметру, по всему миру для того, чтобы изолировать в будущем Китай. В первую очередь изолировать его от России. То есть дать Китаю усомниться в поддержке Российской Федерации в развитии событий по благожелательному для Китая сценарию в случае тайваньской операции. Ну вот именно на это и направлена встреча Байдена с президентом России, которая состоится 16 июня в Женеве. Именно на это направлены все внешнеполитические усилия Байдена. Не только на это, но, конечно, здесь речь идет и о том, чтобы подтвердить позицию Европейского Союза, антикитайскую, да, показать, что Европейский Союз не готов с китайцами, значит, сотрудничать в случае попытки Китая выйти в статус второй сверхдержавы. Ну и, разумеется, оторвать Россию от Китая, и это в Китае, в США очень хорошо осознают, что Китай не пойдет на тайваньскую операцию, если будет понимать, что Россия мешкается, вступила в переговорный процесс с Западом. Но мне кажется, что, может быть, вам кажется по-другому, напишите в комментариях, но мне кажется, что все-таки те события, которые произошли за последние пару недель, они четко подтверждают позицию России, что, в принципе, отрываться от Китая, делаться каким-то лояльным к США игроком никаких оснований нет. США не готовы предложить России решение украинского вопроса. США единственное, где они поступили своими позициями, это
намеки на то, что они готовы разрешить строительство Северного потока-2, достройку его, но здесь не только они решают, но и позиция Федеративной Республики Германия. И все, что может предложить Соединенные Штаты, это ни в коем мере не соразмерно тому, что если бы Россия свернула свой курс на сотрудничество с Китаем. Дело в том, что в случае сворачивания этого курса мы не просто приобретем нейтральные отношения с Китаем, мы, скорее всего, получим негативные отношения с Китаем, зачастую, возможно, которые будут грозить противостоянием. Стоит ли этого обещания по Северному потоку, стоит ли это обещание по решению украинского вопроса? Я думаю, что не стоит. То есть вот эта огромная геополитическая проблема, как возможное соперничество с Китаем, оно не стоит тех небольших призрачных обещаний Соединенных Штатов, которые они предлагают на встрече в Женеве. Я думаю, что внешнеполитическое руководство, военно-политическое руководство России прекрасно это осознает. И в целом эта позиция по поддержке Китая, партнерства, у которого, как известно, из заявлений официальных лиц нет пределов, нету никаких горизонтов и возможности для дальнейшего расширения бесконечная. Это значит, что страны, в принципе, готовы заключить союз. Эта позиция останется в силе. Более того, на торжественное мероприятие по заключению, пролонгации, продлению договора о дружбе и добрососедстве, которому исполняется 20 лет, который, кстати, подписывал тоже нынешний президент России. Вот это будет следующая встреча между Си Цзиньпином и Владимиром Путиным. И она просто подтвердит намерение сторон дальше развивать наше стратегическое взаимодействие, которое связано не только с давлением США, а с тем, что Китай превращается во вторую экономику мира. Ну, и Россия пытается сбалансировать свое внешнеполитическое присутствие и свои интересы, не только ориентируясь на США и Западную Европу, но и на Восточную Азию. Я думаю, что этот курс будет подтвержден. И никакие провокации американской стороны не помогут ей решить вот эту проблему изоляции Китая. Таким образом, все равно, что бы ни предпринимал Байден, ситуация будет складываться в не лучшую сторону для Соединенных Штатов на театре потенциальных боевых действий в Восточной Азии. Конечно, такими сигналами о том, что мы продолжаем свою линию на поддержку интеграции с Китаем, они прозвучали на ПМЭФе. Сам по себе форум по сравнению с 2019 годом, 2018 и 2017, когда я тоже присутствовал, в принципе, не произвел такого впечатления яркого. У людей было гораздо меньше, это из-за пандемии. Но сам по себе форум показал, что Россия готова проводить такие мероприятия, что это первое такое крупное мероприятие в западном полушарии в эпоху постковидную, в принципе, да, то есть это был важный сигнал о том, что мы продолжаем функционировать, несмотря на серьезные вызовы, в штатном режиме. И я думаю, что эта задача в целом выполнена. Но, тем не менее, на ПМЭФе было, в принципе, были видны китайцы в большом количестве. Конечно, несравнимо с 2019 годом, но все равно они были видны, их было достаточно много. И, конечно, было несколько ключевых заявлений, которые подтвердили наш курс на, соответственно, стратегическое сближение с Китаем, ну и определенную такое нейтральное отношение к Соединенным Штатам, к их повестке, их попытке сдерживать наше присутствие и развитие в регионе Восточной Европы и по периметру собственных границ. Ну, во-первых, на ПМЭФе было заявлено о том, что меняется наш фонд национального благосостояния. Во-первых, была пересмотрена структура его резервов в зарубежных валютах, и доля юаня выросла с 15 до 30%. А вот доля доллара сократилась до нуля. То есть, по сути дела, доллар был вытеснен юанем, золотом и евро. Да? То есть, и новая структура, она составляет 40% евро, 30% юаней, 20% золота, 5% японских йен. То есть, мы понимаем, что новая, скажем так, это
носит все очень такой, очень демонстративный характер, и это посыл Соединенным Штатам и Китаю одновременно, что мы свою экономику перестраиваем на европейско-китайский лад, и это наше в том числе и видение будущих финансовых процессов на планете. То есть это важное очень такое заявление Силуанова, которое трудно вообще переоценить. Второе очень важное заявление о том, что российские власти открыто заявили, что мы будем своим углем вытеснять продукцию Австралии. То есть австралийский уголь на 60-70%. Заявил об этом глава Ростеха Чемизов. Осталось только достроить, соответственно, инфраструктуру в Сибири и в Дальнем Востоке так, чтобы это реально произошло, а не Монголия вместо нас выполняла наши обещания. Действительно, речь идет о нескольких миллиардах долларов, возможно, свыше 10 миллиардов долларов, огромная величина. И еще одна новая, соответственно, повод сказать о том, что Китай все больше и больше становится зависимым от российского экспорта и уходит от экспорта западного, и это реальные шаги разрыва Китая с Западом, и это не просто заявление, а уже вот реальные действия, и главную роль в этом разрыве будет играть Россия. Без России, без лояльного отношения российского руководства, независимого, не вассального, а лояльного, благожелательного отношения российского руководства, китайская политика по превращению сверхдержавы, она наткнется на очень серьезные препятствия. Россия – это ключевой элемент превращения Китая в сверхдержаву, утрата Соединенными Штатами своего глобального лидерства. И наши враги, недоброжелатели, они постоянно пытаются вот это реальное наше влияние, пытаются изобразить его как вассальную зависимость, но никаких аргументов не приводят. Мы реально, на нас опирается Китай, и без нас китайское могущество невозможно в прямом и переносном смысле. Это вот важное заявление. Кроме этого, Новатэк, наша крупная газовая корпорация, заключила еще один контракт с китайской корпорацией Zhejiang Energy по поставкам сжиженного газа. Ну, казалось бы, такая мелочь в энергетическом мире, но Zhejiang в основном покупает сжиженный газ из Соединенных Штатов и других западных, условно западных зарубежных игроков. Здесь сжиженный газ будет поставляться из Сабеты по, соответственно, Северному морскому пути, тоже является очень большой объем по 1 миллиону кубических метров в год. Соответственно, в течение 15 лет очень большой контракт тоже свидетельствует о переориентации китайского энергетического рынка на Российскую Федерацию. Тоже достаточно важное заявление. Но кроме вот этих важных моментов, конечно, взбудоражило мировую общественность, американскую, решение Политбюро, Постоянного комитета Политбюро ЦК КПК о том, что Китай будет стимулировать рождение третьего ребенка. Сразу же вот все сумасшедшие, которые разговаривают о китайском перенаселении и попытке, значит, китайцев заселить Уссурийск, Артем и Комсомольск-на-Амуре, значит, сразу же заговорили о том, что китайцы сейчас резко рванут в своем населении, и эта мера вынуждена, как и будет являться чуть ли не, значит, китайцы начали рожать новых солдат для своей глобальной войны. На самом деле решение продиктовано крайне бедственным положением в демографии Китая. Спасибо Дэн Сяопину, спасибо жене Чжоу Энлая, Дэнни Чао, которые вот инициировали этот процесс демографической катастрофы в Китае, использовав политику «одна семья, один ребенок». В Китае сейчас почти нулевой рост населения составляет, пожилое население составляет около 20%. К 2050 году это каждый третий будет пожилой, будет недостаток рабочей силы порядка 200 миллионов, конечно, если их не заменят роботы. Тоже процесс роботизации очень в Китае активно идет, но тем не менее проблема очень острая. Всего лишь 5 лет назад в Китае разрешили рожать второго ребенка, но этим воспользовалось только, примерно плюс-минус, значит, порядки, да, я могу не точную цифру назвать, каждая 10-я пара. То есть реально рожать второго ребенка захотели только каждая 10-я китайская семья. С чем это связано? С тем, что китайцы
особенно в городах. Процесс урбанизации уже достиг 60%. И в городах и квартира, и жилье, и образование стоят очень дорого. И рожать второго ребенка экономически очень нецелесообразно для семьи. Это приводит к фактически началу демографического кризиса в Китае, сокращению китайского населения. Проблема очень значительная, и ряд демографов говорят о том, что к концу 21 века население Китая будет меньше миллиарда человек, и, конечно, большая часть будут старики. Да, что-то с этим нужно делать, и в Китае сейчас активно разрабатываются меры по поддержке рождения ребенка. И вот, например, некоторые эксперты из Пекинского университета говорят о том, что материнский капитал должен составлять 1 000 000 юаней, это 10 миллионов рублей, так, чтобы людей реально смотивировать на рождение еще одного ребенка. То есть проблема очень острая, китайское население сокращается, и, конечно, это осознают на уровне высшего руководства. Ну и, конечно, речи никакой не идет о том, чтобы, значит, еще больше нарожать детей, чтобы снова заполонить весь мир. Такого процесса в Китае не наблюдается. Ну и, конечно, эта мера очень носит такой пропагандистский характер. Ясно, что скоро 1 июля, столетие Коммунистической партии. Партия хочет сделать хотя бы на уровне риторики что-то приятное собственному населению. И, конечно, хочет дать возможность рожать третьего ребенка, ну, условно бесплатно, потому что раньше нужно было платить штраф. Если ты какой-то бизнесмен крупный, ты идешь на рождение второго ребенка, эта сумма могла быть от 50 до 100 тысяч долларов. Для китайцев это колоссальная величина, равноценная покупке квартиры. Немногие себе могли это позволить, только очень богатые люди, которые было и по 8, и по 10 детей, они могли себе позволить себе платить штрафы. Хороший пример — многодетный отец, режиссер Джан Имоу, известный у нас даже в России. Вот сейчас такое послабление для, в принципе, на самом деле, обеспеченных семей, которые вот решили родить третьего ребенка, это приятный подарок на столетие. И, конечно же, партаппарату, которого могли уволить со службы, если ты родил второго ребенка, не просто ограничиться, значит, штрафом. То есть это было нереально. Вот партноменклатура, она тоже, скажем так, является объектом вот этого решения. Но вовсе не желание Си Цзиньпина вырастить новую армию, чтобы ей воевать уже. Спасибо большое. Что вы думаете обо всем об этом, об этих новостях? Пишите комментарии, подписывайтесь на канал, рассказывайте своим друзьям в своих соцсетях. Также подписывайтесь на телеграм-канал, ссылка есть в описании. Напоминаю также, что мы сейчас ведем запись аудиокниги «Китайская власть». Думаю, что к концу лета мы закончим эту работу, будет она в доступе. По поводу электронной книги мы сейчас находимся на завершающей стадии. Это будет не просто электронная книга, а обновляющийся сайт с расширенным объемом материалов, картинок, новыми статьями. Все можно приобрести по ссылке в описании. Ну и физически тоже книгу можно купить с моей подписью, тоже по ссылке в описании. Спасибо большое.